Тема образования вас очень зацепила. Огромное количество просмотров. И я действительно специалист в этой области. И сам преподавал. Начал в 96-м году. И владел частным учебным заведением с лицензией. И учился в Европе на менеджера по организации учебного процесса. То есть действительно в этой области я специалист. Поэтому позвольте поделиться несколькими мыслями. Но пока вы не начали меня слушать, поставьте мне авансом лайк, сделайте комментарий о том, что вам еще интересно. Напишите, какие темы я должен осветить. Может быть, я вообще должен молчать и ходить, просто показывать вам красоту юго-восточной Испании. Расшарьте это видео. Я стараюсь для вас. Ну и подпишитесь прямо сейчас, если вы не подписаны. Или пригласите своих друзей. Так вот, что касается образования. Во-первых, я твердо убежден, что дистанционное образование не может, в принципе, заменить образование, то, что называется on-site, то есть очное образование. Дистанционное образование прекрасное для того, чтобы поддерживать свой образовательный уровень после получения базового образования. Почему я так считаю? Потому что первое, что я думаю, ценится в образовании, это круг общения. То есть, когда вы идете учиться в МГУ или в Стэнфорд, вы понимаете, что там будут люди соответствующего уровня. Либо талантливые люди, которые получат стипендии, либо просто представители богатых семей, которые позволили себе оплатить обучение в этих престижных вузах. То есть обучение в вузе – это прежде всего наращивание горизонтальных связей. Я уверен, что горизонтальные связи – это, пожалуй, самое ценное, что есть сейчас. Второе. Очное образование – это, считайте, 7/24 в течение 3 или 5 лет, в зависимости, бакалавриат это или специалитет, вы тренируете свой мозг. То есть вы просто ходите в тренажерный зал 7/24, потому что, понятно, у вас там есть домашние задания, есть еще занятия в классе, вы, конечно, ходите на дискотеку и пьете как не в себя, и всякие глупости творите, как все студенты, но это прекрасно. В том плане, что вы тренируетесь жить, по сути, реальной жизнью, в несколько тепличных условиях. То есть, когда вы приходите в вуз, у вас всего лишь 2 раза в год, я утрирую, есть шанс потерять работу, то есть то, что вас выгонят. Если вы приходите пьяный на нормальную работу, вас выгоняют тут же. То есть это некая такая имитация, тренировка реальной жизни. Это тоже важно. Очное образование, как, наверное, и заочное, это прежде всего тренировка ваших мыслительных способностей. Очное еще тем прекрасно, что вы тренируетесь соблюдать некую дисциплину, распорядок трудового дня, вы соблюдаете, как и школа, но в меньшей степени. То есть это полезно. Если бы я выбирал сейчас вуз, я бы прежде всего смотрел на рейтинг. Потому что чем более престижный вуз, тем более интересный круг общения. Образование платное, соответственно, когда вы платите деньги, лучше бы, чтобы у вас был круг общения пожирнее. В плане того, чтобы это были либо очень умные люди, либо очень богатые. Так, по поводу образования в России. Наверное, кроме МГУ и десятка еще вузов, типа Санкт-Петербургского госуниверситета, Политеха, МФТИ, МГИМО, может быть, Рудно, может быть, там Бауманки, короче говоря, топовых вузов, в основном Москва, Питер,
Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Томск. Я бы не стал какие-то другие вузы выбирать для обучения. Хотя бы исходя из того, что чем крупнее, чем известнее вуз, тем больше у него современного оборудования. Как вы понимаете, в IT или в каких-нибудь там биотехнологиях или еще где-то от оборудования зависит многое. В общем, я убежден в том, что образование, которое вы получаете очно, оно уже заведомо устаревшее. То есть, не может преподаватель научить вас чему-то супер новому, потому что просто ему нужно вначале самому это что-то знать, потом как-то это в учебной программе изложить, утвердить и так далее. То есть вы всегда учитесь чему-то, что слегка устарело. И вот степень того, насколько это устарело, зависит от того, насколько у вас топовый вуз. Приведу свой пример. Кубанский государственный университет в российском рейтинге вузов где-то на 60-х позициях, 64, 60, где-то так. Но в международном рейтинге он в районе 3000 места. Для примера, МГУ сейчас скатилась где-то там на 200-е места. А, допустим, автономный университет Барселоны, один из ведущих вузов в Испании, в районе 85-го места. Вот, чтобы вы понимали соотношение. Так вот, Кубанский госуниверситет в 2010 году, когда не было никаких санкций, кризис вроде как уже прошел 2008 года, в этом году у Кубанского госуниверситета не было современного программного обеспечения, не было оборудования для обучения студентов на технологии передачи данных. Но при этом вуз брал с каждого студента, которому я преподавал, по 3000 евро за год обучения. И таких студентов у меня было под 50 человек. Вот представьте, да? То есть даже тогда, в такие вот прекрасные, жирные времена, у входящего в первую сотню вузов в России не было желания, я уверен, что желания не было, обеспечивать учебный процесс современным оборудованием, программным обеспечением. Мне буквально сказали: выкручивайся как хочешь, это твоя проблема, на чем ты будешь студентов учить. Я и выкручивался. Потом потерял интерес к этим выкрутасам. Поэтому, если вы сейчас выбираете, где учиться, то подумайте, может быть, лучше переплатить в плане постараться, чтобы ребенок поступил где-то вот в перечисленных мною городах в топовые вузы. То есть не обычный какой-то любой московский вуз, но вот входящий в, не знаю, первую десятку вузов России. При этом я считаю, что обучение на английском языке 146% лучше, чем обучение на русском языке. Я знаю, что многие вузы сняли информацию о том, что есть двойные дипломы. Из-за того, что типа мы должны же ограничить работу с странами НАТО. Но на самом деле, и у меня об этом есть материал, многие вузы продолжают программу двойных дипломов, не особо афишируя это. Поэтому, например, я бы вам рекомендовал идти, если вам очень хочется учиться в России, я бы вам рекомендовал идти в вуз, который имеет программу двойного диплома или тройного диплома. Московские вузы практически все имеют партнерские программы с зарубежными вузами, в том числе и европейскими, в том числе и испанскими. Но если у вас есть возможность выучиться самому или выучить вашего ребенка иностранному языку,
то лучше отправить ребенка учиться за границу. Подчеркиваю, есть программы обучения на английском языке не только в США, Великобритании, Канаде, Австралии, Новой Зеландии. Есть программа обучения на английском языке практически в любом более-менее крупном, известном, рейтинговом европейском вузе. То есть, для примера, я работал в Бельгии и смотрел по бельгийским вузам. В Брюсселе, в Лёвене, в Антверпене, в Шарлеруа. Есть вузы в Монте, которые преподают программы на английском языке. И это классно. То есть вы сможете ребенка отправить в страну не такую тяжелую по получению визы и не такую дорогую, как, допустим, Великобритания, но при этом он будет учиться на английском языке. Еще раз подчеркиваю, английский язык и образование на этом языке – это, по сути, билет во весь мир. Вы сразу получаете востребованное на международной арене образование. В то же время, если вы получаете образование на испанском языке, например, вы сможете работать только в испаноговорящих странах. Потому что я уверен, что не могу 100% гарантировать этого, но я более чем уверен, что у Испании есть договора о признании испанских дипломов в таких странах, как Мексика, допустим, или Мексика, или Венесуэла уже нет, Колумбия, Чили, не знаю, Аргентина. То есть, думайте, где получать образование. Я бы получал его в любой стране Европы, но на английском языке. Это в любом случае будет дешевле, чем учиться в Великобритании, потому что это Великобритания. И дешевле будет, наверное, чем в Австралии, потому что в Австралию попробуй еще прилети из европейской части страны. Из Владивостока легче. Вот такой расклад. Значит, что еще? К сожалению, сейчас убивается программа болонская, так называемая система. То есть вы не сможете, поступая на специалитет, легко переводиться на какие-нибудь по международным программам в какие-нибудь европейские вузы. Поэтому изначально вам предлагаю, не тратьте время на образование в России. Идите сразу учиться в западном вузе. Еще раз почему? Потому что работодатели, я был много раз работодателем и много раз нанимал людей. На что смотрит работодатель? Прежде всего, работодатель смотрит на ваш практический опыт, на те проекты, которые вы выполняли. Соответственно, если вы пойдете учиться, допустим, какой-нибудь, допустим, тот же автономный университет Барселоны, вы будете выполнять проекты, они будут где-то публиковаться, поскольку это большой вуз. Вы будете участвовать в волонтерских программах. Это все будет, опять же, публично. И работодатель, когда вы придете к нему, он сразу проверит ваш локальный опыт. Пусть это опыт был волонтерский, пусть это были проекты учебные, но это локальный опыт. Работодатель испанский, да и любой другой, в любой стране другой, ему лениво искать ваш опыт где-то там в России, на другом непонятном ему языке, париться там с переводом и так далее. То есть, либо он вас будет прям на ползарплаты нанимать, либо ему будет просто лениво, и он вас не наймет, а наймет кого-то, кто ему понятен. Работодатель ленив, он хочет своей выгоды, поэтому, когда вы к нему приходите и говорите, у меня диплом Кубанского госуниверситета на русском языке, слушайте, ему проще сказать, мы вам перезвоним и нанять какого-нибудь испанца местного, который просто с документами на испанском языке, которому работодателю легче их прочитать. И проекты, которые он может проверить в Испании, просто потому, что они в Испании на испанском языке. Понимаете, в чем логика, да? Соответственно, если вы
хотите зарабатывать, если вы хотите такой вот востребованный на международной арене опыт, то лучше вам получать образование сразу в Европе. Из российских вузов, ну, только вузы, которые имеют программы двойных дипломов с нормальными странами. То есть не из стран Европейского Союза, не из стран НАТО. Ну, относительно интересный опыт можно получить в Японии, в Корее, на Тайване, ну, может быть, в Китае. Индия уже нет. Из стран испаноговорящих, ну, считается, что лучшая экономика в Чили. Ну, может быть, Мексика где-то. И все. Больше я просто не знаю стран, которые бы считались в первых рядах какого-нибудь там... ну, естественно, извините, конечно, Израиль. Я забыл про Израиль. Естественно, Израиль — это та страна, опыт обучения в которой котируется на международной арене, наверное, так же сильно, как и опыт и диплом Европейского Союза. Там действительно сильное образование. Ну и все. Все остальное, мне кажется, будет такой же, как и российский диплом. Вот мои рекомендации. Поставьте лайк. Или, если вам не понравилось, поставьте дизлайк. Напишите комментарий. Может быть, нужно, об этом тоже надо написать, разобрать конкретные примеры конкретных вузов, сравнить учебные программы. Подпишитесь обязательно, потому что YouTube, когда видит, что вы проявляете активность во время просмотра видео, он будет показывать его всем тем, кто заинтересован так же, как и вы. Все, спасибо. Побежал, а то сейчас нас всех смоет. Пока.